Всем привет! Сегодня я хочу показать вам еще один интересный инструмент для проведения литературного обзора, с которым я сама познакомилась недавно. Называется Lens.org. Я экспериментировала с ним всю прошедшую неделю. Его главная особенность состоит в том, что он может искать не только научные публикации, но еще и патенты по интересующей нас тематике, что может быть полезно. У поисковика есть несколько различных версий. Одна из них абсолютно бесплатная и не требует регистрации. Кроме того, есть более мощные версии, которые требуют регистрации, в том числе регистрации от лица университета. В этих версиях также есть и бесплатные опции, но есть и навороченные варианты и платные. Мы сегодня посмотрим самый простой бесплатный вариант. Итак, я захожу на главную страницу и выбираю, где я буду искать. Как я уже сказала, я могу искать в патентных базах, в научных публикациях, в различных базах классификации, в профилях ученых и так далее. В поисковую строку я вбиваю тему, которая интересует меня на настоящий момент. Сейчас мы с коллегой проводим систематический литературный обзор по теме про экологического поведения. Я вбиваю тему на английском и нажимаю «Поиск». Жду несколько секунд, и вот что у меня получается. Я вижу общее количество научных работ, причем здесь находятся не только публикации в научных журналах и тезисы конференции, но также книги и диссертации. Кроме того, я вижу количество работ, процитированных в патентах, и количество патентов, процитированных в работах, то есть связь между публикациями и патентами. Далее я могу пролистать найденные работы, увидеть их тип, научная статья, тезисы докладов или книга, увидеть наличие полных текстов, аннотаций, а также различную аналитику, распределение по странам, по времени, по авторам и так далее. Также могу видеть научные организации, в которых выполнялись эти работы. Как видите, с левой стороны я могу задать некоторые фильтры. Первое, что я хочу сделать, это ограничить временной интервал 5 годами. Для этого я устанавливаю вручную дату публикации работ, с которых я хочу начать поиск, и дату окончания поиска, например, сегодняшнюю дату. Применяю данный фильтр и вижу, что количество работ, как и ожидается, сократилось. Сейчас их 4452. Соответственно, сократилось количество связанных с ними патентов. Далее я могу пролистать все найденные работы, посмотреть распределение этих работ справа, я вижу, опять-таки, по времени публикации на графике уже за 5 лет. Далее увидеть профили наиболее плодотворных в этой области авторов, распределение этих авторов по странам и график распределения работ по авторам. Давайте попробуем какие-нибудь другие фильтры. Например, давайте применим фильтр по научным организациям. Мы видим, что здесь выводится список организаций, в которых сделано наибольшее количество работ, и они перечислены по убыванию. Далее попробую фильтр по авторам. Как видите, тоже появляется список авторов с количеством работ, расположены они в порядке убывания. Далее посмотрим распределение работ по журналам. Выводится список журналов и количество работ, которое в них было опубликовано по данной тематике. То же самое можем сделать с конференциями. Посмотреть распределение работ по конференциям. Давайте теперь еще раз обратим внимание на описание каждой работы. Что мы здесь видим? Мы можем видеть название, тип авторов, различные цифровые идентификаторы. Можем увидеть, есть или нет аннотация. Если есть, то мы начало ее видим. Можем найти, допустим, журнальная статья. Я вижу с открытым доступом. Вижу аффилиацию авторов и область знаний, к которой отнесена эта статья.
Если я сейчас нажму на название работы, то у меня откроется более подробное описание. Здесь я вижу уже полную аннотацию, по которой можно, в принципе, понять, подходит ли мне эта статья, фамилии авторов, их аффилиации, ключевые слова, опять-таки расширенное описание области знания и другие вещи, которые могут быть полезны при анализе. Например, график цитирований и метаданные статьи с ссылками на внешние источники. Давайте теперь вернемся на главную страницу и попробуем посмотреть, что по нашей тематике мы можем найти в патентных базах. Выбираем соответствующую вкладку и набираем название темы еще раз. Про экологическое поведение на английском языке. Нажимаю кнопку «Искать», немного жду. И в итоге находим, как вы видите, более 10 тысяч патентов. Часть из них так называемые простые семейства, а часть относится к так называемым расширенным семействам. Мы видим интересные разработки, такие как, например, система оценки эмоционального, поведенческого или физиологического состояния, методика адаптации матерей к оптимальному циклу жизни и ухода за ребенком, методику, которая, по всей видимости, позволяет автоматически отслеживать состояние водителя, и так далее. Также мы видим патентные организации, выдавшие этот патент, их официальные, точнее патента, официальный статус и много другой интересной информации, но которая в данный момент нам не очень нужна. Возвращаемся к результатам поиска научных публикаций. Я хочу посмотреть, что такое флаги. Я вижу, что могу выбрать публикации по типу доступа, по тому, какие части публикации имеются в наличии, аннотация, полный текст, информация о финансировании, химические формулы, набор аналитических данных и так далее. Далее смотрю, допустим, информацию о стране, в которой выполнена работа. Я вижу, что здесь есть тоже распределение данных по странам в порядке обувания. Могу посмотреть полный список стран, загружаю, открываю, пролистываю и нахожу Россию. Допустим, я выбираю в качестве фильтра Россию, применяю его, и тогда система мне показывает количество работ по интересующей меня тематике, авторы которых являются россиянами или как минимум имеют российскую аффилиацию. Здесь уже не так много работ, как вы видите. Пролистываю, чтобы посмотреть, что это за работы и что это за авторы. И нахожу себя с коллегами. Вообще-то говоря, моя цель понять, находит ли система работы на русском языке. Такое впечатление, что находит. Потому что я вижу журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета» и вижу, что здесь есть аннотация. Ее можно посмотреть. Опять-таки авторы, область знания. Возвращаемся к результатам поиска и еще хочу посмотреть, что за фильтр тип идентификатора. Это цифровой идентификатор статьи, могу выбрать. Еще можно посмотреть фильтр по издательствам. Я вижу перечень издательств и понимаю, что здесь есть только те, которые публикуют статьи на английском языке. Получается, что на русском нет. И так далее. Я могу продолжать играться с фильтрами, смотреть их значения, добавлять, убирать и так далее. Что еще интересного здесь можно увидеть?
Давайте мы оставим пока что фильтры и попробуем поменять вкладку. Вот здесь вот попробуем использовать не список, а аналитику. Немного подождем, и дальше мы можем посмотреть разные красивые графики. Вот, например, график распределения работ по годам и по типам. Вот видим опять-таки распределение по организациям. Вот еще одно распределение по типам. Распределение по наиболее активным авторам. Очень симпатичное распределение по дате публикации и количеству цитирований. Дальше я вижу частотную диаграмму по области знания. Еще раз карта распределения по странам и столбчатая диаграмма распределения по авторам. Возвращаюсь к результатам поиска и хочу вам показать еще языковые возможности. Вот тут можно переключить язык. Я выбираю русский, но при этом, к сожалению, переключается только интерфейс. Причем надо сказать, что перевод интерфейса так себе. Но если кому-то так легче, то можно использовать. Как видите, сами названия статей, аннотации при этом автоматически не переводятся. Надеюсь, что это видео будет вам полезным. Поделитесь им с коллегой и друзьями.